если большинство боевых столкновений на улице заканчивается в первые секунды, или если немножечко продлевается, то заканчивается на асфальте, то ММА король боевых практик или нет? Сегодня мы с вами рассмотрим статью, похожую на множество других, которые стремятся явно разрушить миф, связанный с боевыми искусствами, с боевыми практиками, и вместо них предложить общественности, имеющей в своих кошельках какую-то сумму, которую они готовы заплатить, предложить им совершенно другие, не боевые, спортивные или постспортивные практики. И вот обращаемся к этой статье. Ссылки на нее давать не буду, поскольку таких статей миллиарды в сети. И кто является основным бенефициантом подобных статей, кто от них выигрывает, ну, на первый взгляд совершенно понятно. Те, кто их заказывает, и те, кто их пишет. И когда расхваливают тот или иной боевой или околобоевой или спортивный клуб, понятно, что теоретически должен выигрывать этот клуб. Когда расхваливают то или иное боевое, псевдобоевое, околобоевое направление какое-то, понятно, что, наверное, это направление должно как-то выиграть. Но на самом деле, братцы, все совершенно не так. Например, проживая в Москве практически всю жизнь, я заметил, что периодически, активно, массированно рекламируется, ну, например, когда-то там это было тэквондо. Прям в метро, на баннерах, на улицах, везде, вот прям тэквондо. И да, действительно, кому-то удалось построить такую финансовую пирамиду. Она просуществовала недолго. И через какое-то время, в общем-то, тэквондо не то чтобы забыли. Нормальные клубы, они так и продолжили, собственно, свое существование, все в порядке. Но вот эта вот дутая пирамида, она, конечно, разрушилась. И об этих клубах, об этой рекламе и о тэквондо, которая продвигалась в массы, как что-то такое вот, ну, по-настоящему прям необходимое, нужное всем, прям must have, вот об этом тэквондо, в общем-то, забыли. Потом прошло время, и также точно общественности массированно предлагалось айкидо. Эта пирамида тоже со временем лопнула. Потом также точно продвигалось самбо, боевое самбо. Позже продвигался ряд каких-то самооборонных клубов. Ну, например, всем известно 1-2 таких самооборонных направления, которые открывали клубы, свои филиалы в разных городах, выпускали свои видеоматериалы на дисках. И, в общем, это тоже такая массированная достаточно была программа. Но на сегодняшний день никто о них не помнит. И в этом смысле, когда вот какое-то такое явное продвижение, когда в массы вот так вот усиленно и даже, я бы сказал, насильно продвигают какие-то направления, понятно, что это просто вопрос денег. Понятно, что это вопрос, как правило, краткосрочной финансовой стратегии для того, чтобы, ну, как говорят, рубить бабло пока горячо, а потом с этим совсем мирно уйти, когда об этом, обо всем начнут уже забывать, когда это станет не очень интересно и так далее. Так у нас было, кстати, и с Кёкушином. Какое-то время назад везде был Кёкушин. Он не был на баннерах вот так вот специально, он не был в качестве какой-то волшебной рекламы, какого-то волшебного клуба или какой-то вот прям финансовой пирамиды. Но Кёкушин не сходил со страниц YouTube, Facebook, ВК и так далее. И вот Кёкушин был самый-самый. Потом был момент, когда его вытеснил в общественном сознании Муай-тай. Потом еще что-то, потом еще что-то. Последнее время активно, массированно так вот прям бустится тема ММА. И также понятно, что вроде бы основные бенефицианты, основные как бы люди, которые выигрывают на этом, ну, вполне определены, все ясно. И по сути каждая такая статья в каждом населенном пункте продвигает имеющийся там клуб, связанный с преподаванием ММА. И поскольку в этот проект в разных частях мира вкачано достаточно много денег, то вполне естественно, что этой рекламы много, ее будет еще больше. Но на самом деле, кто от этого выигрывает? Это главный вопрос. И проигрывают ли от этого все, кто не относится к этому постспортивному направлению? Прежде чем мы ответим на эти вопросы, я бы хотел все-таки обратиться к статье, в которой доказывается, что ММА – король боевых практик. В этой статье приведен ряд как бы даже научных данных. Там собран какой-то материал. Но, братцы, на всякий случай, подобные исследования обязательно должны подкрепляться ссылками на то, где и как проводились эти исследования. В противном случае
Это будет подобно тому, как я буду утверждать, что нет ничего лучше, чем выращивание помидоров в собственном саду. При этом жителям Якутии или там, я не знаю, каких-то очень жарких, засушливых стран, пустыни Сахары, там, например, для них вот эта информация будет совершенно нежизненной, совершенно глупой, немыслимой и неприменимой вообще к жизни, и я буду в этом случае неправ. Также точно, например, я могу утверждать, что атаковать ногами вообще не надо, потому что, скажем, только 30% таких атак, ну, допустим, по моему исследованию, только 30% таких атак достигает своей реальной цели. Они являются игрой в салочки, например. Сами понимаете, что даже если эта статистика, ну, допустим просто, что эта статистика верна, то моя интерпретация этих фактов приводит к совершенно глупым, неоправданным выводам. И тем не менее, все-таки обращаемся к этой статье. Начинается она замечательно. Критики ММА часто апеллируют к уличной драке. Мол, смешанные единоборства хороши в клетке, а на улице работать не будут. Зато, мол, будут работать смертельные приемы традиционных стилей. Ударим по этому мифу статистикой. Американский специалист по анализу данных Луи Мартин изучил 154 видео реальных боев, которые попали на YouTube. Результаты исследования опубликовал Martial Journal. Значит, братцы, прямо сразу. Здесь без всякой интриги автор статьи сразу говорит о том, что он прав априори, потому что наука на его стороне. Еще раз, братцы, то, что мы видим на YouTube опубликованном, это далеко, во-первых, не все столкновения, которые происходят вокруг человека, который это исследовал. Это очень важно. На самом деле настоящие криминальные, серьезные дела не попадают на YouTube, а если попадают, тут же банятся. Поэтому то, что мы видим на YouTube в качестве каких-то столкновений там, и так далее, это довольно гладенькие, в общем-то, не такие уж опасные, серьезные вещи. За редким исключением, которые на самом деле из YouTube все равно потом изымаются, но попадают в соответствующие органы для разборок. Поэтому опираться на YouTube в таких исследованиях – это бессмыслица полная. Но давайте так, мы поступим, как большинство не очень искушенных граждан, которые просто доверяют печатному слову. Вот если человек написал, что 154 видео привели его к определенным каким-то выводам, то и мы будем считать, что эти 154 видео, они офигенные, они совершенно правильные и четко совершенно отражают реальность, и что мы трындец как доверяем этому исследователю, его статистике и прочему подобному. Читаем дальше. Что выяснил американец? В драке не всегда есть чистый победитель. Чистой победой можно считать то, когда боец вырубил противника и стоит над его телом. В 48% случаев, очевидно, драки заканчивались неопределенностью. Бойцы просто вымахались и устали. Если драка затянулась дольше нескольких секунд, чистая победа маловероятна. Вот какой вывод из этих 154 видео, вернее из 48%, то есть там порядка 70, не знаю, 70 случаев, вот из этих 70 случаев делается вот такой вывод. То есть в 52 условно процентах видео один примат стоит над другим, бьет себя в грудь и, в общем, как бы он победитель. Понятно, что такая победа для представителей боевых искусств вообще не победа, когда человек лежит, он все еще представляет угрозу, за исключением случая, когда он просто не может физически продолжать какое-то сражение. А когда он умоляет больше не надо, когда он говорит я сдаюсь, когда он говорит больше не бей там, и так далее, да, это, конечно, не победа, понятно. Это у нас победа опять по спортивным каким-то показателям. То есть условная победа. И то, что здесь рассказано о том, что бойцы вымахались и устали, говорит о том, что это не бойцы. Потому что речь идет о том, что, цитирую, если драка затянулась дольше нескольких секунд, чистая победа маловероятна. То есть вот эти вот бойцы, которые вымахались и устали, это вопрос нескольких секунд. Ребят, это вообще не боевые практики. Это, ребят, называется бытовым криминалом. Да, действительно, в бытовых столкновениях, в бытовых драках, ребят, действительно статистически в большинстве стран погибает больше людей, чем в авиакатастрофах, в автокатастрофах, чем страдает от реального криминала и так далее. И по идее, следуя логике этой статьи, мы все должны перестать вообще чем-нибудь заниматься. Даже спорт в этом смысле вообще не нужен, не говоря о боевых практиках. Мы должны, ребят, с вами просто пить и пытаться мочить всех, кто у нас под рукой. И тогда, чисто статистически,
мы входим вот в эти вот сводки бытовых преступлений и становимся реально опаснее, чем какие-то спортсмены, например, на ковре. А все знают, да, что на ковре на самом деле никто не погибает. Ну, за редким запущенным исключением. Или там на татаме. И в этом смысле статистика бытовых травм, бытовых столкновений, бытовых убийств значительно, конечно, выше. Просто невообразимо выше, чем 0 смертей на татаме или на ринге. Еще раз, следуя логике этой статьи, мы должны перестать заниматься какими бы то ни было боевыми или околобоевыми практиками, а просто начать пить. Я надеюсь, сейчас все понимают вот эту вот разницу между даже пусть доверием каким-то статистическим данным и оперированием этими данными. Потому что здесь возникает вопрос интерпретации, рассуждения и вывода. Понятно, каким будет вывод, если мы неверно интерпретируем эти данные и включим какое-то неверное рассуждение о них. Я думаю, это вполне понятно. Но давайте продолжим. 10 секунд на нокаут. 23% драк закончились нокаутом. 2/3 нокаутов или 64% произошли в первые 10 секунд драки. Вероятность упасть от удара сохранилась в диапазоне от 10 до 31 секунд драки. После этого времени увеличивается вероятность того, что драка окончится ничем. Понятно, да? Даже давайте начнем вот с конца. Вероятность того, что драка там окончится ничем. Ну, то есть понятно, что речь идет не о боевых искусствах, не о боевом столкновении, в котором ничем что-то закончится. Может, с какой-то очень маленькой вероятностью. Потому что если боец работает, он работает. Иными словами, речь идет о людях неподготовленных, опять о людях, которые стихийно попали в стихийный же какой-то конфликт и фактически попадают, ну, очевидно, совершенно в статистику бытовых каких-то столкновений, бытовых преступлений, не боевых явно. И это доказывается фразой: 2/3 нокаутов или 64% произошли в первые 10 секунд драки. То есть это вполне типичная ситуация, которую мы можем наблюдать, ну, например, на кухне, когда два соседа подрались. Кто быстрее ударил, тот, в общем-то, и молодец. Оба были совершенно неподготовлены, они вообще не были ни бойцами, ни спортсменами, но один другого ударил быстрее, поэтому, собственно, в первые 10 секунд вот эти вот он и победил. Ребят, это кухонные драки. Вот о чем здесь идет речь. Из них 23% только закончились нокаутом. То есть 64% произошли в первые 10 секунд драки, и только 23 из них закончились нокаутом. 23 к 64, да, все понимают, что это вот статистика такая. Чуть больше трети того, что происходило в бытовой сфере, закончилось сразу нокаутом одним ударом. Это говорит о том, что вторая сторона вообще была к этому не подготовлена, а первая сторона действовала наобум с вероятностью 1 к 3. Очень плохой вероятностью для бойцов, для боевых искусств, которые, если действуют, то наверняка. Да? Все понимают, о чем здесь идет речь. Еще раз я напоминаю, что эта статистика далеко не бойцовская. Это статистика бытовая. Однако идем дальше. Женщины обычно идут в клинч. 55% драк перетекали во взаимный захват. Однако в женских драках 79% включали клинч. Луи Мартин считает, что это связано с длинными волосами у женщин. В драке женщины более вероятно схватят противницу за волосы одной рукой и начнет бить свободной рукой. Иногда женщины даже валят друг друга на землю захватом за волосы. И вот здесь, ребят, очень важный момент. Женщины-бойцы, ну или, давайте так, бойцы — это все-таки люди, которые занимаются боевыми искусствами. А женщины-спортсменки по спортсменке, скажите, они хватают друг друга за волосы? Опять нет. Вообще правила это запрещают. Следовательно, та статистика, которую мы наблюдаем, опять не относится к людям подготовленным. Речь идет просто об обычной бытовой свалке. Иными словами, братцы, нам предлагается статистика свалок между людьми, ну, явно не профессионалами и явно, судя по всему, неумехами. И на основе всех вот этих вот данных, на основе этих волшебных процентов, на основе вот этой вот удивительной статистики, непонятно откуда взявшейся, на основе вот этих действий неумех, нам предлагают с вами что делать? То, что делают неумехи. Потому что вывод в конце вот этой статьи будет именно таким. Надо заниматься тем, что
более или менее позволяет работать вот с такими неумехами на их же неумелом уровне. Вот такой, ребят, вывод. Вот такая будет логика. Однако, давайте запомним статистику. 55% уличных драк перетекали во взаимный захват. Мы несколько позже обязательно к этому вернемся. Дальше. Зрители обычно не вмешиваются. Только в 26% случаев к драке между двумя людьми подключались другие люди. Когда же зрители вмешивались в драку, в 68% они вмешивались на стороне одного из бойцов. В 26% случаев одинокого бойца вырубили. 37% драк закончились ничем. В 22% случаев боец, оказавшийся в меньшинстве, сбежал. Только в 11% случаев бойцу, оказавшемуся в меньшинстве, удавалось побить хотя бы одного противника. Вот это, ребят, очень важный показатель. Еще раз давайте начнем сначала. 26% случаев содержат моменты, когда другие люди вступались за одного из бойцов. Иными словами, речь идет о том, что вот эти вот драки, которые мы рассматриваем сейчас, о которых, вернее, пишет эта статья, это драки 1 на 1. По крайней мере, первоначально. Ребят, это вообще не боевой случай, потому что в боевых клубах, в боевых искусствах рассматривают работу не 1 на 1. А рассматривают работу с несколькими противниками в том числе. Работу, когда вы оказались в положении сидя, лежа, я не знаю, в любом положении, и вы продолжаете сражаться. Да? То есть это не ситуация, которую мы наблюдаем обычно в бытовых каких-то стихийных столкновениях. Продолжаем. Когда же зрители вмешивались в драку, в 68% случаев они вмешивались на стороне одного из бойцов. В 26% случаев одинокого бойца вырубили. Ребят, в трети только случаев, даже меньше, чем в трети случаев, вот этот вот один человек, который как бы сражался с двумя, тремя и так далее, был побежден. Ребят, вам не смешно вот это? Давайте посмотрим, почему. 37% драк закончились ничем. То есть даже противостояние одного к нескольким закончилось, ребят, ничем. Представили себе? Вот на основании вот этих нелепых данных, ребят, в конце статьи будет сделан потрясающий вывод. Давайте пока продолжим. В 22% случаев боец, оказавшийся в меньшинстве, сбежал. Только в 11% случаев бойцу, оказавшемуся в меньшинстве, удавалось побить хотя бы одного противника. Ребят, смотрите, вообще не боевая ситуация. В 11% случаев у нас оказалось, что человек либо противостоял одному или нескольким, ну совсем уже не готовым ни к чему людям, либо он был представителем, может быть, боевых, может быть, около боевых каких-то направлений, да? Но мы могли бы это предположить, если бы не первоначальные данные, в которых, ребят, речь шла о том, что в первые несколько секунд все заканчивается. То есть опять, вот вся вот эта статистика говорит о нескольких секундах всего лишь, которые заканчиваются или нокаутом, или валянием на асфальте. Еще раз, здесь не о бойцах речь идет. Здесь не идет речь даже о спортсменах и постспортсменах. Речь идет о каких-то бытовых, нелепых столкновениях. Как раз на самом деле, братцы, мы с вами именно к таким столкновениям, по сути, готовимся на своих тренировках. И именно в таких столкновениях мы с вами побеждаем, потому что мы готовы. И не хотим войти вот в эти дикие какие-то нелепые проценты людей, которые ничего так и не смогли, которые там помахали немного руками и устали за несколько секунд, которых свалили и победили, или которые убежали. Ну, давайте продолжим. Следующий пункт. Драки заканчиваются на земле. Драки в 73%, наверное, случаев, статья не очень хорошо написана, не очень правильно, оканчивались на земле. Если вынести за скобки нокауты в первые 10 секунд, то на земле заканчивалось уже 83% уличных драк. Только 41% драчунов, сбитых на землю, смогли встать. Из тех, кто встал с земли, снова сбили с ног 57%. Вероятность улететь в нокаут от ударов на земле меньше, 29% по сравнению с 56% в стойке. Еще раз, братцы, здесь исследовал всего 174 случая, если я правильно вспомнил эту цифру. Всего в 100 с небольшим, ну пусть в 200 случаев вот это все произошло. Ребят, это вот нетипичная, нестандартная ситуация ни для околобоевых, ни для боевых каких-то практик.
то, что бытовые свалки заканчиваются в 73% случаев на Земле или 83%, как дальше тут говорится, но это вполне естественно для людей опять неподготовленных. Только 41% драчунов, сбитых на землю, смогли встать. В боевых искусствах, например, это не необходимо. Даже, кстати, в том же самом ММА мы видим, что в этом часто нет необходимости, несмотря на то, что ММАшники не умеют работать с противником, хотя бы с одним противником, который стоит над ними и не дает им встать. Но в боевых искусствах это рассматривается постоянно, работа против противника или противников, которые над вами нависают, когда вы лежите. Это норма, это один из аспектов освоения боевых искусств. И то, что здесь эта ситуация, что человек вот не умеет встать, не может встать, и поэтому уже считается проигравшим заранее, да, то, что здесь вот это вот приводится, но опять это говорит о том, что это просто некая бытовая свалка, а не рассматривание реальных каких-то боевых ситуаций. Еще раз, ребят, к боевым ситуациям давайте относить реально угрожающие вам ситуации, когда вы сражаетесь не один на один, не в одной и той же весовой и возрастной категории, с человеком невооруженным, под присмотром, там, не знаю, судей, по специальным правилам каким-то, рядом медики дежурят и так далее. Понятно, что боевая ситуация – это несколько другое. Это вообще другое, чем даже то, что вот здесь вот представлено, хотя вот представленное как раз вроде бы отражает вот этот вот бытовой фон, бытовые какие-то, бытовой криминал со своими, как мы видим, не слишком какими-то серьезными, как правило, последствиями. И тем не менее, серьезные последствия в бытовом вот таком вот каком-то ключе, они превышают, чем криминальные последствия, настоящий криминал. Когда люди погибают или когда люди серьезные какие-то повреждения получают в результате столкновения с криминалом. Они вот в таких вот стихийных, каких-то нелепых бытовых свалках. Но давайте продолжать. Следующий пункт. Никто не использует грязные приемы. На этом особенно хочу остановиться. Читаем. В уличных драках почти не использовались такие грязные техники, как укусы, удары в пах, разрывание рта. Грязные техники применялись лишь в 16% драк. При этом 80% таких случаев пришлось на женские драки. Что вполне логично, учитывая то, что мы прочли незадолго до этого. Луи Мартин рискует навлечь на себя обвинение в сексизме, так как делает вывод, что мужчины дерутся за господство, а женщины дерутся за выживание. Поэтому у женщин выше доля грязных техник. Ребят, вот на этом тоже пока зафиксируйтесь, мы к этому вернемся. Лично я в этом не совсем согласен с американцем и думаю, что дело в опыте. Это, ребят, не я говорю, это вот говорит автор статьи. У мужчин чаще есть опыт занятия единоборствами вроде бокса или кикбоксинга. Поэтому в драке они могут наносить более-менее техничные удары. Вот какой вывод этот человек делает из своих наблюдений. Женщины реже занимаются единоборством, поэтому в их арсенале для уличной драки нет двойки или прохода в ноги. Зато еще со школьных разборок они научились хватать за волосы. Вот какой вывод из этого делает человек. На самом деле, братцы, ребят, все совершенно по-другому. Вы в жизни пользуетесь тем, чему научились. Если вас учили ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не наносить удары в какие-то жизненно важные зоны человеческого тела, то точно так же, точно такими же вещами вы будете пользоваться и впоследствии. Вот чему научились, то и будете использовать. Вы не ударите туда, куда не умеете просто бить. На что вы не настроены, того вы и не сделаете. Поэтому чем больше вы занимаетесь спортивными или постспортивными какими-то практиками, тем больше вы отходите от таких возможностей, которые, кстати, очень активно как раз используются в боевых искусствах и в боевых практиках. И на их основании строятся боевые искусства. На так называемых грязных приемах, но только не на бакланке вот этой уличной, а боевые искусства, они действительно используют то, что удобнее, легче, то, что достижимо быстрее, но этого нет в спорте и постспорте, это полностью оттуда ликвидировано. Поэтому любое боевое искусство, попадая в спорт или там, в единоборство спортивное, да, или в постспорт, лишается своего основного преимущества. 90% важного, по-настоящему результативного выкидывается ради того, чтобы не повредить ни в коем случае на татами или там на ринге своего оппонента. Я имею в виду, как следует существенно не повредить. И в этом смысле
Ребят, здесь делается же неправильный вывод, вы же это видите. И как раз речь идет о том, что женщины реже занимаются единоборствами, здесь написано, и поэтому в их арсенале для уличной драки нет двойки или прохода в ноги. Ребят, нет в их арсенале как раз гораздо больше каких-то жизнеспособных вещей. Они открыты к этим жизнеспособным вещам, и поэтому они пользуются тем, что дает им победу легче и быстрее. Хотя и этому не учились, но мы видим, что это естественно для человека. Ребята, не только для женщин. Это естественно и для мужчин, которые не сопрягали свою жизнь с какими-то спортивными, постспортивными практиками. И которые, конечно, не смотрят по телевизору вот эти вот спортивные, постспортивные практики, которые создают впечатление о том, как по-настоящему, казалось бы, нужно вести сражения. Но на самом деле нет, ребят, сражения так не ведутся. Успешные действия, они находятся за пределами тех ограничений, которые находятся в спорте и постспорте. Потому что для спорта и постспорта очень важно не уничтожить, не укокошить всех подряд там, для того, чтобы это шоу все-таки состоялось, хоть какое-то зрелище было. И продолжаем, ребят, вот сейчас самое главное. Выводы из исследования. Я уже говорил вам о тех предпосылках, с которыми мы имеем дело. Эти предпосылки могут быть совершенно неверны, потому что мы не знаем, на что именно и каким образом опирались вот эти вот исследования. Тем более, что было взято всего 174 видео, что само по себе просто смешно, причем видео явно не боевых, как мы с вами выяснили. Но самое главное – это интерпретация вот этих вот статистических якобы данных, дальнейшее размышление и неверные же выводы. Мы видим, что уже на уровне интерпретации автор исследования делает массу ошибок. В своих размышлениях он делает еще ошибки, и поэтому выводы, которые он делает, в итоге становятся ошибочными. Но давайте прочтем все-таки эти выводы. Для подготовки к уличной драке достаточно спортивных стилей. Всякие смертельные приемы, вроде пьяный журавль вырывает кадык, на улице работать не будут, в отличие от обычной боксерской двойки. Это вот один из выводов, который здесь делается. При этом автор исследования говорит о том, что достаточно спортивных стилей. Достаточно вот этих вот единоборств, которые, как только что вот мы с вами рассуждали, не дает никакой реальной возможности для того, чтобы не только быть победителем на улице, но хотя бы не проиграть. При этом, опять, мы выяснили, что в большинстве вот этих вот рассматриваемых видео не было даже спортсменов и постспортсменов. На основе чего делается этот вывод тогда? Ребята, вы понимаете, да, что здесь нарушение логики. Это неверная интерпретация, неверное рассуждение. Но давайте продолжим. Еще один вывод. Для уличной драки надо настукать, братцы, хотя бы один нокаутирующий удар. Тогда есть шанс вырубить оппонента в первые 10 секунд. Если человек пришел в зал, чтобы уметь себя защитить, тренер обязан поставить ему именно нокаутирующий удар, а не учить шлепать руками и ногами для набора очков. Ребят, замечательный вывод. Вот, кстати, с последним я согласен полностью. Не учить шлепать руками и ногами для набора очков. Да, действительно, ряд единоборств, именно спортивных единоборств, или как здесь сказано, спортивных стилей, занимаются тем, чтобы набирать очки и именно шлепать руками и ногами. Это правда. И уже поэтому вот этот вывод, который здесь делается, что достаточно спортивных стилей, этот вывод неверен в самом корне своем. Однако человек, тем не менее, почему-то, нарушая собственную логику, нам говорит о том, что все равно надо идти в зал, причем в спортивный зал, и поставить себе всего лишь один нокаутирующий удар, потому что больше нафиг никому не нужно. Ребята, спортсмены, вам даже должно быть обидно. Я сейчас говорю не о спортивных единоборствах даже, я просто говорю о спорте. Вот даже спортсменам, ребятам сейчас должно быть обидно, потому что они всю жизнь занимаются спортом, имеют в своем арсенале не 2 притопа, 3 прихлопа, хотя иногда именно так, а уж размышления о том, что им нужен всего лишь один нокаутирующий удар, вообще смешны, ребят, смешны для даже полупрофессионала боксера, не говоря уже о профессионале. Вывод, ребят, опять неправильный, неверный и касается опять людей, которым даже спорт, ребят, до лампочки. Им нужно, оказывается, поставить себе только один нокаутирующий удар. И, ребят, если он не пройдет, а он не пройдет с даже полупрофессиональным спортсменом, я не говорю уже о бойце. Так вот, этот нокаутирующий удар, скорее всего, для бойца даже, для более-менее подготовленного оппонента, ну, что-то вроде комариного укуса будет.
даже, пожалуй, еще менее опасным, потому что боец имеет постоянное столкновение именно с такими серьезными, нокаутирующими, как здесь сказано, ударами. Так вот, что будет этот бедный человек делать, который поставил себе один-единственный вот этот вот удар, и когда он столкнется с таким, пусть даже полупрофессионалом? Ребят, это просто жалкое зрелище и жалкий вывод. Но мы, ребят, продолжаем. Еще один вывод. Надо учиться работать на земле. Вот, ребят, с этим поспорить сложно. Это просто надо уметь, и это всегда входит в состав, ребят, боевых искусств. Любой уважающий себя клуб обязательно работает с разными аспектами. Это не только атакующие действия, не только действия по защите, не только работа с захватами, бросками, там, какими-то травмирующими техниками. Не хочу, чтобы меня забанили на YouTube. Вот. Это не только работа с подручными предметами, но это, конечно, еще и работа на земле. Это то, о чем мы говорили несколько раньше, и вот с этим выводом трудно поспорить. Это правильный вывод. Дальше читаем. Девушки должны не ограничиваться только ударной работой, но также должны учиться бороться. При том, что этот человек говорит, что 83, что ли, процента женщин как раз боролись, хватая друг друга за волосы и нанося еще дополнительные удары. То есть, понимаете, да, человек, который вот эту вот статью писал, он постоянно нарушает собственную логику. Почему? Поговорим позже. Дальше читаем. Ведь женские драки чаще заканчиваются захватами, чем мужские. Совершенно верно. Это значит, что уже речь идет о борьбе. Они уже борются. Умеют они это или не умеют, они уже пытаются это делать. И, наверное, это по-своему естественно для человека, который как раз ничему не учился. Когда вы ничего не умеете, хотя бы ухватить, захватить противника, ограничить его подвижность, это уже неплохо. Правда, ребят? Когда у вас только один противник и невооруженный. В противном случае это опять все тот же фейл. И вот таким вещам как раз ни в спорте, ни по спорте не учат. Это опять боевые искусства только рассматривают. Ну давайте продолжим. Давайте еще один вывод прочтем. Вот. Основной упор надо делать на обучение бою с одним противником. И факультативно можно давать тактику боя против двух противников. Вот какой еще вывод делает автор этой статьи. Да нет. Надо уметь работать с одним, с двумя, с тремя, с несколькими противниками. Это норма для боевого клуба, для боевых искусств. Почему он считает, что это факультативно должно быть? Мне непонятно. В особенности, когда он говорит, что упор надо делать на обучение бою с одним противником. При том, что сам приводит статистику того, что когда кто-то, например, хотя бы из толпы присоединяется к одному из сражающихся вот в этой бытовой свалке, то шансов у одного против там двух или трех уже почти нет. Смотрите, он делает неверный вывод из собственной же предпосылки и из собственных же, казалось бы, рассуждений. Да? Понятно, с какой статьей мы имеем дело. Еще один вывод, который делает автор этой статьи, уже на основе неверных выводов, которые мы прочли. Если учесть специфику уличной драки, то лучшим единоборством для самообороны оказывается ММА. Ребят, лучшим единоборством, наверное. Я еще раз напомню, что есть огромная разница между спортивным единоборством или постспортивным и боевым искусством. Разница огромная, колоссальная. То есть вот этот вот постспорт, которым является ММА, да, наверное, может быть, он лучше, чем бокс. Наверное, он лучше, чем просто борьба. Может быть, он лучше, чем бесконтактное карате. И вот на основании вот всего, что было сказано, здесь выбирается ММА, ребят, еще раз, из единоборств, не из боевых искусств. Если сначала автор статьи, помните, я читал, хотел разрушить миф о боевых искусствах, о смертельных, как он пишет, стилях, то в итоге он говорит, что из единоборств, а не из всего арсенала, из всех средств, которые существуют, то есть из единоборств боевых искусств, да, надо выбирать что-то. Вот он выбирает только из спорта и подспорта. Опять ошибочные совершенно выводы автор делает из собственных же рассуждений. Но давайте продолжим. Дальше он пытается подкрепить вот этот свой вывод, ребят, видимо, потому что сам в нем сомневается. Где-то, может быть, подсознательно. Давайте прочтем. Во-первых, в ММА сразу учат наносить акцентированные удары и защищаться от них, а не занимаются бесконтактными пятнашками. Замечательный вывод. Правда, в постспорте я не видел защиты.
Я еще раз вам напомню, что то, что мы видим в спорте и постспорте, это называют защитой, в боевых искусствах это защитой не называется. Это уходы, уклоны, подставки какие-то, накладочки, да? Это так и называется уходами, уклонами и так далее. Это не защита. Защита в боевых искусствах – это буквально защита. И она не может быть бесконтактной. Как раз бесконтактной, какие-то методы вот эти бесконтактные, но это когда человек упрыгивает от другого человека, когда уклоняется, подныривает. Вот это называется бесконтактными пятнашками, ребят. Для бойцов, для боевых искусств вот это бесконтактные пятнашки. А настоящая работа, настоящая защита – это всегда контакт с противником. А вот этого как раз мы практически не видим в спорте и постспорте. И то, что там называют защитой, сядьте, ребят, и проведите свое собственное исследование. Посмотрите, не знаю, там, несколько десятков боев и заметьте, сколько атак было проведено и сколько из них прошли в цель. И вы увидите, вы просто обалдеете от статистики. На самом деле порядка 10-15% всего лишь защиты, так называемой защиты, значит, были более или менее эффективными. Всего лишь 10-15%, ребят. Для бойца это неприемлемо, это очень плохая статистика. Это значит, что вы на самом деле в боевом клубе ничем не занимались. А здесь вот автор пишет, что для ММА это офигенное достижение. Ну давайте дальше посмотрим. Дальше. Во-вторых, перчатки в ММА меньше боксерских. Поэтому удары и защита в ММА ближе к улице, чем удары и защита, например, в боксе. Молодец, автор, правильно. И именно поэтому без перчаток, без экипировки, значит, когда человек работает, когда человек тренируется таким образом, вот в клубах, в которых нет перчаток, нет экипировки и нет каких-то правил, вот таких волшебниковых, которые мы встречаем там в спорте и постспорте, именно тогда это действительно ближе к улице, ближе к реальности. Правильно делает вывод этот автор статьи. Но он почему-то останавливается на том, что перчаточки просто должны быть немножко поменьше. Это смешно. Я еще раз просто, ребят, напомню, что перчатки, вообще-то говоря, дают большое преимущество. В том смысле, что они значительно больше. И даже если бы вы в реальной ситуации промахнулись, да, вот то, что они значительно больше, чем ваша рука или там, чем ваш кулак, именно эта ситуация позволяет вам все равно попасть в вашего противника там, где вы бы промахнулись, ребят. Кроме того, перчаточки волшебно защищают ваши нежные ручки, ваши суставы, которые у вас не подготовлены, скорее всего, раз вы пользуетесь вот этими какими-то экипировочными приспособлениями. То же самое, кстати, касается и шлемов, и кирас, там, и футов, и прочего подобного. Об этом сейчас не буду говорить, об этом много сказано на нашем канале. Давайте продолжим. В-третьих, боец ММА умеет сочетать удары с борьбой в стойке и партере. Умеет добивать лежачего и защищаться от такого добивания. Не, ребят, не умеет. Те, кто лежит, как правило, не умеют защищаться от таких вещей. И дай бог, чтобы это оказался там представитель джиу-джитсу, которому все равно, как лежать, который будет проводить свои удушающие в любом положении. В большинстве случаев бойцы, оказавшиеся на спине, например, которые оказались под своим противником в ММА, ничего не могут. В отличие от бойцов, которые в этой ситуации легко сражаются, потому что у них есть методы, которые запрещены в ММА. Ну, давайте продолжим. Причем навык защиты от добивания нарабатывается в спаррингах и боях, а не в виде заучивания приемчиков. Вот здесь вообще непонятно, что имеет в виду автор статьи про приемчики и заучивание. Вообще-то говоря, как раз в постспорте и вот в ММА это как раз заучивание приемчиков. Пусть даже со своим каким-то партнером. И именно на уровне заученных приемчиков там все и работает. Поэтому не совсем понятно, что имел в виду здесь вот автор статьи. Ребят, я еще раз просто сразу перейду к тому, о чем хотел сказать и что отложил немножечко на попозже, но вот сейчас мы к этому возвращаемся. Я хотел сказать, что автор статьи реально пытается оправдать то, что он хотел бы видеть. Он хочет оправдать свои ожидания от реальности, но реальность от него все время убегает, и реальность гораздо шире, чем то, что он себе представляет. Это хорошо видно из рассуждений, предпосылок, интерпретаций автора этой статьи. Но давайте все равно, давайте дочитаем то, что здесь пишется дальше. В-четвертых, в ММА учат работать у сетки. Боец ММА умеет поджимать противника к сетке, умеет переводить в партер и вставать у сетки, умеет добивать у сетки и защищаться от такого добивания.
Очень важный навык для городской самообороны. Серьезно? Ну вот опять хочется прям удивиться, но давайте все равно дочитаем. Ведь современный горожанин чаще будет защищать себя в подъезде, лифте, возле стены здания, в баре, чем драться на лесной поляне или на рисовом поле. Ни в одном другом виде спортивных и неспортивных единоборств нет такой разработанной системы боя у стены, как в ММА. Из чего автор статьи делает этот вывод? Из просмотра фильмов про любовь и кунг-фу, из просмотра фильмов комедийного жанра, таких как у Джеки Чана, например, да? Наверное, вот это вот отсюда и рисовое поле, там, приведенное здесь и так далее, да? Это удивительно. Вообще в боевом клубе вас учат работать в том числе и в очень ограниченном пространстве. И когда вы работаете против нескольких противников, ваше пространство изначально очень ограничено. Я думаю, это совершенно логично и понятно всем. И кроме того, вас в принципе в достойном клубе учат работать в очень ограниченном пространстве. И здесь нет проблемы для бойца. Здесь есть проблема явно у человека, который таким образом интерпретирует какое-то псевдоисследование. Это удивительно, конечно. Да, братцы, совершенно забыл то, о чем мы говорили в самом начале этого стрима. Я совершенно забыл сказать о все-таки тех людях, которые выигрывают от того, что как-то массированно рекламируется то или иное боевое или околобоевое направление. Ребят, на самом деле, конечно, несмотря на то, что кажется, что выигрывает как раз рекламируемое, ну там какое-то направление или какой-то клуб, на самом деле, ребят, нет. Выигрывают все равно бойцы. Почему? Потому что мы всегда несколько в тени. Боевые искусства не рекламируются. И несмотря на то, что все-таки реклама существует каких-то около боевых искусств или псевдобоевых искусств, которые выдаются за боевые, там волшебные пасы руками, волшебное дыхание такое, которое сделает из вас бойца лет через 300, там, в какой-нибудь после следующей жизни, да? Вот несмотря на рекламу подобных непонятных, никому не нужных вещей, боевые искусства, реально боевые, не рекламируются, как правило. Мы, как бойцы, всегда находимся в тени, несмотря на то, что, ну, как правило, не упускаем шанса поработать с представителями разных околобоевых и псевдобоевых направлений, с единоборцами, постспортсменами и так далее. И выигрываем от вот такой вот рекламы на самом деле мы. Несмотря на то, что пытаются здесь разоблачить смертельные какие-то стили, как здесь написано, выигрывают как раз именно боевые искусства. Потому что, знаете, ребят, мне вообще очень интересно вот в жизни наблюдать, как жизнь сама расставляет все на свои места. Кто бы чего не хотел, кто бы как ни пытался убедить общественность в том или ином мнении, на самом деле жизнь все равно все расставляет на свои места. И то, что какие-то вот такие вот рекламируемые околобоевые или псевдобоевые направления отфильтровывают случайных людей, которые, ну, вообще-то в боевых искусствах не очень нужны, которым там делать, в общем-то, нечего. Это очень хорошо. Очень хорошо, что боевыми искусствами занимаются те, кому боевая прикладная практика важнее, чем слова и волшебные рекламы. Вот еще о чем я хотел сказать. И о большинстве вот этих вот ошибок, сделанных автором статьи, мы уже с вами говорили. Понятно, что автор статьи не очень напрягается. Мы видим удивительные какие-то выражения, вроде намахаться, там, вроде как, значит, что-то там настучать, и что-то такое там и так далее. Да? То есть вообще человек, конечно, пишет, честно говоря, каким-то дворовым языком, а следовательно, наверное, и рассуждения, и сознание этого человека, ну, такие же, какие-то приближенные к дворовым. И, казалось бы, это должно приближать его к реальности, к улице, но нет. Автор статьи все дальше отдаляется от реальности и от улицы и уходит в область даже не профессионального спорта, а постспорта, которым является ММА. Я еще раз просто, братцы, напомню, что ММА – это способ добиться чего-то для тех, кто не может ничего добиться уже в спорте. Вот что это такое. То есть это, ну, такое уже отфильтрованное что-то, да. В основном там пытаются реализоваться люди, которым поздно или невозможно реализоваться в спорте. Но автору статьи очень хочется, чтобы именно ММА был королем боевых практик, поэтому он здесь сделал все для того, чтобы убедить
ну, попытаться, по крайней мере, убедить себя и нас в том, что это правда, хотя мы видим нарушение логики в его же собственных рассуждениях. Братцы, это грустно. Это грустно. И я надеюсь, что, читая такие статьи, вы не стараетесь вырвать из контекста то, что вас просто успокаивает и устраивает в таких статьях. А пытаетесь их реально читать слово в слово и понимать, что именно пишет в таких статьях автор. А как правило, в таких статьях пишут, ну, как видим, не то чтобы неправду. Кстати, скорее всего, неправду даже в предпосылках. Но, допустим, правду, допустим, мы верим этой статистике, которая здесь приведена, без относительно все-таки к тому, как проводилось это исследование. Но бог с ним. Допустим, мы этому верим. Но мы видим, что интерпретация и рассуждения здесь явно хромают. Здесь нет логики. Человек просто пытается привести нас любыми средствами, нарушением логики, нарушением, выгодно для себя интерпретируя вот эти данные, человек пытается нас привести к тому желательному, что ему кажется его успокаивающим и устраивающим. Вот результат, собственно, таких статей. Братцы, я надеюсь, что вы умеете читать, не выхватывать из контекста, а читать. Я надеюсь, что вы умеете думать, не доверять кому-то, кто просто что-то написал от себя просто, и вам это представил как офигеть какое исследование, а умеете действительно думать, размышлять. И самое главное, братцы, я надеюсь, что вы имеете практику, боевую практику, которая вам лучше всяких исследований подсказывает, что и сколько весит, и что есть что. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, переходить по ссылкам внизу и на плейлисты нашего канала, где вам легче сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вас интересуют. А я вам желаю хороших тренировок. И если вам есть что сказать по этому поводу, братцы, пишите, пожалуйста. Но для тех не думающих, а рефлексирующих граждан, которые придут сюда написать про то, что ММА все-таки король всего, а все остальные волшебные ложки. Ребят, сначала ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами этого канала и постарайтесь их придерживаться. В противном случае либо автоматически YouTube отправит ваш комментарий в спам, либо какая-то полемика, которая периодически возникает на нашем канале, вас может неприятно удивить, потому что надо обладать все-таки достаточно хорошим боевым опытом для того, чтобы писать о боевых реалиях. И, ребят, прошу прощения за то, что этот стрим выходит опять в записи, как два предыдущих. Это связано с тем, что сейчас на YouTube вот именно в этот момент, в это время происходят какие-то проблемы, и стримы, как правило, ломаются. Поэтому, к сожалению, мне не удается сейчас с вами пообщаться вживую, что было бы очень интересно мне. И, надеюсь, вам приходится всего лишь ожидать ваших комментариев. И тем не менее, братцы, надеюсь, эта тема была вам интересна. Счастливо!